В новом выпуске подкаста Vision мы разбираем одну из самых непростых тем – долги, вместе с психотерапевтом Марией Шахановой. Если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят. Если ты задаешься вопросом, почему долги постоянно возвращаются, этот выпуск станет для тебя настоящей находкой. Я закрываю долг за человека, который должен был сам за это платить. Мы обсудили 7 причин, по которым люди оказываются в долгах. Есть истории, когда долги тащатся не одно поколение. Ты узнаешь, как каждое из этих убеждений влияет на твои финансы и, главное, как избавиться от долгового груза. Почему я выбираю расти из напряжения? Этот выпуск полезен каждому, кто стремится к финансовой свободе, но сталкивается с внутренними барьерами. Подписывайся на наш канал, это очень важно для меня и моей команды. Ставь лайк, досматривай до конца. Этот разговор поможет тебе начать новую финансовую главу твоей жизни. И, кстати, смотри выпуск до конца, там будут очень щедрые подарки. Сегодня мы берем, я считаю, наверное, самую болезненную тему, которая есть даже у меня, потому что я периодически создаю себе эти долги, то это у меня проблема какая-то, то проект я закрываю, то у меня там какую-нибудь там недвижимость беру, и я создаю себе долги. И у меня эта игра продолжается постоянно, и уже даже друзья угорают, что, когда новый долг. И я понимаю, что что-то это вот здесь. Поэтому я рад, что мы во втором сезоне можем погрузиться в эту тему не только со стороны, да, там, ну, типа вот банки у нас сейчас классные в стране, все дают возможности, а вот со стороны психологии и понять, почему мы берем долги с вами, почему. Сегодня я позвал эксперта, который вот как раз-таки чемпион по этой теме, это Мария. Мария, спасибо большое за присутствие. Мария, это, ну вот вы немножко расскажите о себе, сколько уже опыта в этом плане. Я всех приветствую. Меня зовут Мария Шаханова, я в этой сфере уже давно. Когда еще я была школьницей, я хотела быть психологом, это 9-10 класс, я знала, что я точно буду. И после 11 я поступила, и до сегодняшнего дня я развиваюсь в этой сфере, в этой теме. Супер. Тема долгов. Сегодня вот мы ее будем раскрывать, да, я хочу, чтобы сегодня вот намерение какое, чтобы после сегодняшнего эфира наши зрители поняли, почему у них долги, и прекратили это создавать, ну, по крайней мере, в будущем, если даже есть они сейчас в настоящем. С этим намерением начинаем. Давайте начнем. Давайте вот, я очень люблю, и зрители любят идти по какой-то структуре, типа вот, первая причина вот такая, вторая причина вот такая. Давайте. Погнали так? Давайте, Всё. погнали. Какая вот самая одна из частых распространенных причин? Вот первая. Самая первая и распространенная это, конечно же, инфантилизм. Что такое инфантилизм? Когда человек, например, 35-40 лет, в некоторых моментах может вести себя, принимать решения из какого-то детского состояния, то есть человек взрослый, но иногда на уровне психики он проваливается в какого-то ребенка, и психологический возраст ниже реального. Как это проявляется? Это проявляется во всем, это проявляется в жизни. Например, есть люди, у которых есть цель, они очень структурированные, они следят за здоровьем, графиком сна, режимом, они понимают свои потребности. А есть люди, которые не берегут свою жизнь. То есть у них нет графика сна, они как будто прожигают жизнь. Там, часть своего дня они проводят за скроллингом ленты, они не понимают, что происходит у них со здоровьем, то есть они не управляют своим ресурсом, своей жизненной силой, они не знают, как этим управлять, куда это направлять, и как следствие, если человек прожигает свою жизнь, то он точно так же будет прожигать деньги, которые к нему приходят. Это был панч. Реально. И если у человека есть такое некоторое инфантильное восприятие своей жизни, то и с деньгами, соответственно, через какое-то время он будет просто тратить больше, чем он зарабатывает, так же, как и со здоровьем и с жизненными силами.
Он И же время свое тратит также. Все внимание. тратит. Да, единица Офигеть. внимания. Если человек не следит, куда он отдает свое внимание, он точно так же расплескивает бюджет. И как следствие, если ему недостаточно денег на месяц, он неправильно распорядился ими, слил куда-то, то, конечно, он будет обращаться в банки, несмотря на то, что там будут бешеные переплаты, например. Это же, по сути, как я понимаю, когда человек не берет ответственность за свою жизнь, Да. и тут вот, ну, практически с чего начать надо, чтобы эту ситуацию как-то вот на корню предотвратить? Взять ответственность? Взять ответственность, но я бы хотела есть такой лайфхак. Мгм. Чаще всего люди, которые не чувствуют, насколько они себя хорошо ощущают, сколько у них энергии в теле, когда они просыпаются, жизненных сил, у них точно такие же отношения с деньгами. Карточкой рассчитался, непонятно, сколько с карточки списалось, и пошел дальше. Мгм. Я бы рекомендовала прежде всего, вот для того, чтобы пересмотреть отношения с деньгами, с долгами, поставить такой эксперимент. Месяц платить только наличкой. М. Потому что когда человек не умеет управлять своим состоянием, он не умеет управлять счетом Да, банковским, да. он картой расплатился, сколько ушло, непонятно. Хватит ему до конца месяца, непонятно. Вот я даю постоянно эту рекомендацию своим клиентам, и потрясающие результаты, когда человек начинает деньгами расплачиваться, Прикольно. наличными, Мгм. он начинает отслеживать. Чувствовать, видеть. Вау, да, то есть это что-то физическое, и это уходит, это Интересно. имеет свойство, то есть заканчиваться, и благодаря этому человек научается как будто бы правильно распределять. Поэтому вот домашнее задание — попробовать на протяжении месяца рассчитываться только наличкой. Собирайте, у кого деньги улетают. Мне кажется, действительно похоже на такую здравую логику. Супер, Да, супер. то есть чувствование появится, и будет уже какой-то контроль. А еще мне кажется, ну, в таком случае, вот вы людей, которых описали, это же, по сути, люди следствия в жизни, когда они, ну, вот как бы, как вот, помните, эта песня же была у «Машины времени», он жил как все и плыл как все, и вот он приплыл, ни Мгм. дома, ни друзей, ни врагов, да, то есть, Да. когда человек просто плывет куда-то, и он Мгм. такой вот плывет, и непонятно, может, он завтра попадет в красивое место, а может быть, с водопада упадет, он не знает. Мгм. И вот тут как будто первым, мне кажется, помимо вот этих вот решений, мне кажется, нужно взять ответственность за жизнь. Хотя это звучит очень банально, но это просто начинается с того, что ты понимаешь хотя бы идею, что такое ответственность, а что такое следствие. И вот ты когда понимаешь, что ты сам причина своей жизни, то с того момента, ну, лично у меня в жизни много чего поменялось после этой идеи. Я ее очень глубоко постарался понять, и вот для зрителей, кто узнал себя в описании, попробуйте осознать, что как вы проявляете жизнь, что, ну, там, люди следствия, как правило, они там проявляются в формате, там, ну, что я могу сделать, ну, как я могу на это повлиять, и мне тут должны, здесь вот так, вот у нас вот в стране что-то не то, это не так, шеф не тот, это не то. И вот тут в один момент, хоп, принять, что все это я. И шеф такой, потому что я такой, и финансовое положение такое, потому что я такой. Первый раз больно, 100%. Да. Но второй раз вы будете просто красавчиком. Просто пока человек не посмотрит в свою реальность и не признается в том, что есть на данный момент, изменения не начнутся. Супер, супер, окей. Нужно посмотреть в боль. Первый, резюмирую, инфантильность, все, понято. Второе. Второе — это когда человек из каких-то комплексов и навязанных стереотипов старается приобщиться к какому-то определенному социальному слою, и он Тренду. начинает, да, использовать вот кредиты, рассрочки для того, чтобы приобрести какие-то атрибуты, какую-то одежду, чтобы показать, вот, я вот из этого слоя, я вот такой крутой, такой классный, хотя на самом деле человек вот находится в некоторой яме финансовой. Окей. Как это обнаружить, понятно, да, что ты, ну, должен осознать, что ты там, может быть, последнюю футболку купил, потому что ты где-то это там видел, но ты не можешь себе ее потянуть финансово, но ты ее берешь, и вот это вот все. Окей. А вот, ну, как теперь с этим работать? Как это остановить? Ну, вообще человек в это идет из какого-то стыда за себя, из каких-то переживаний. Есть практика, но она длительная. Мгм. То есть Вот, ну, примерно. это просто остановиться,
и признаться себе в том, что вот эта мимолетная радость, сомнительное действие, которое на самом деле не приобщит к какому-то уровню, это не даст того, чего человек хочет. То есть, Испытать. То да, есть он хочет что-то же испытать он с хочет, этим атрибутом, но это не даст да, этого. это не даст этого, потому что через какое-то время будет разочарование, ведь за эту вещь нужно будет Платить. платить, да, и поэтому здесь будут проблемы. Но нужно посмотреть в реальность, сказать себе, да, сегодня я не могу себе этого позволить, быть честным с собой и с этим миром. И если ты действительно хочешь какого-то роста, то нужно предпринимать действия. Как мыслит большинство людей? Если у меня чего-то нет, я должен там взять взаймы, я должен там, не знаю, себя ущемить в чем-то, в качестве жизни, например. Но мало кто думает о том, чтобы найти какой-то дополнительный источник. То есть все думают, как бы начать экономить, урезать себя там. Я буду больше платить кредитов, но у меня будет меньше средств на то, чтобы жить этот месяц. То есть важно посмотреть в то, как я могу расширить возможность своего достатка, какие способы есть еще. Окей, понятно, что вот я купил кофту, потому что увидел там у кого-то, и она мне сейчас, ну, как бы по деньгам не подходит, и я вот сейчас плачу за это кредит, чтобы, или рассрочку, чтобы вот просто сделать вид, что я вот там какой-то крутой. Ну, примерно, это же такая история. Да. А что здесь в корне? То есть что здесь происходит? Почему вот так делают люди? Да, здесь важно поработать со стыдом. Это поможет, в принципе, легче относиться к себе и принимать себя в любой одежде и с любыми атрибутами, да, например, жизни. Поработать со стыдом в каком плане можно? Просто взять тетрадь, выписать все истории, в которых вы испытывали чувство стыда за себя, за свой внешний вид, возможно, в детском возрасте, вас за что-то стыдили. Пока вы будете выписывать, у вас будет идти проживание этой эмоции, то есть она максимально в этот момент будет у вас подниматься, даже если вы наедине с собой, вы будете краснеть, бледнеть, и просто в этом вопросе начнет спадать напряжение. Если напряжение спадет, то, в принципе, да, легче будет жить вам. Без напряжения, без тревоги. Супер, окей, хорошо, все. Второй фактор закрепили, то есть это за счет каких-то внешних атрибутов соответствовать кому-то, вот это все еще и, оказывается, со стыдом связано. Супер. Третья причина долгов. Третья причина — это повторение сценариев родителей. Опа. То есть третья причина — это когда ребенок идет вот по стопам родителей, повторяет их истории, их сценарии, все то, что он видел в детстве. То есть, если ребенок видел, что для родителей брать в долг было нормой, конечно же, он будет повторять то же самое. Если ребенок видел, что родители там зарабатывали тяжелым трудом, он тоже это повторит, потому что то, как мы строим судьбу, определяет наша насмотренность. А родители — это первые люди, герои нас, да, наши герои. И глядя на них, ребенок вот, в принципе, познает мир, как можно себя проявлять, как можно выходить из тяжелых ситуаций. Поэтому очень важно осознавать, не жить бессознательно, да, повторяя истории родителей, а осознавать, как жили родители, что у них было с деньгами. Есть истории, когда вот эти долги тащатся не одно поколение. И если с этой темой не работать, то вот то, как вы сегодня живете, точно так же будут проживать ваши дети. То есть я правильно понимаю, что, ну вот практически, да, то есть как это можно сделать? Что нужно сделать? Нужно выделить также для себя 60 минут, вот прям взять побольше бумаги, ручку и выписывать все то, что вы видели в отношениях с деньгами у родителей. Супер. Как они зарабатывали? Вопросы. Как они зарабатывали? То есть это сложно, долго, или там быстро, или, ну да, то есть все варианты. Да. Окей. Как они тратили? То есть стратегия. Как они распоряжались, да, вот эта стратегия. Да. Могли ли они приумножать? То есть каким образом вот в принципе отношения с деньгами строились в семье? Что они говорили
о деньгах. Какие слова, мысли закидывали, да, по Да, сути? то есть так часто бывает, ребенок, глядя на родителей, если родитель там упахивается, грубо говоря, на работе, ребенок, в принципе, может обижаться, во-первых, на Да. родителя и может обижаться на деньги. То есть М, ребенок-то не понимает, почему родитель там постоянно работает. И ребенок может сделать вывод: блин, там мой папа постоянно на работе, я так скучаю по нему. Все из-за этих денег. Эти деньги там плохие. И Мне аж таким, больно стало. и таким образом ребенок, когда делает такой вывод, то у такого ребенка, когда он станет взрослым человеком, ну, будут некоторые вопросы и обида, вот как это ни странно, но просто на фигуру денег. Офигеть. В психологии деньги — это как отдельная фигура, и у нас с ними тоже отношения. И то, что видели дети у своих родителей, это отпечаток накладывает. Супер. Давайте прямо сейчас вот остановим, поставим паузу, и вот эти вопросы, мы еще раз их вот тут поставим. Вы прям остановите сейчас видео, и может даже не 60 минут, а вот, ну сколько вот есть сейчас времени, возможности, ответьте на эти вопросы для себя. Как вот мама, папа, как они относились, да? И мне кажется, вы уже много чего тут осознаете, потому что я могу сказать на своем примере, у меня был такой пример, что у нас в детстве ограбление произошло. В момент, когда вот родители немножко поднялись, там был такой классный момент, и я помню, прихожу домой, и вот крик, вот это, знаете, вот такой крик прям вот моей мамы, я вот прям запомнил, и я иду по квартире и вижу, как все обворовали. И тогда родители начали прятать деньги, и они начали сами прятать, папа перестал заезжать во двор на машине, типа, вот такие разные какие-то были интересные решения приняты. И я помню, что я когда это осознал, один раз тоже был в такой терапии, и мы там по поводу денег какие-то убеждения мои вот так вот расписывали, и я увидел, что у меня есть страх, там, что, ну, как бы это заберут. И я поэтому стараюсь, ну, не кичиться этим, не показывать это. Ну, я оправдал это вот так себе, но по сути за этим стоит страх, что у меня это заберут. Да. Вот, поэтому нам часто пишут: вот вы там классные, простые блогеры, а то все остальные там понтуются туда-сюда. Ну, это еще отчасти то, что у меня травма, поэтому не понтуюсь, короче, видите, вот так вот. Да, Поэтому подобные истории очень сильно формируют психику ребенка. еще один пункт, да, то есть взаимоотношения родителей с деньгами, и идет бессознательное копирование этого. Копирование, Окей, да, сценариев. окей, все, движемся дальше. Что еще влияет на долги? А на долги также может влиять отношения с папой, с отцом. Каким образом? Когда формируется психика ребенка, это происходит основательно до 18 лет. Дальше это просто уже подтверждение, закрепление тех сценариев, которые ребенок уже взял внутрь себя. Когда человек является, ну, то есть взрослым, он каким-то образом решает разные ситуации в своей жизни. И вот если у человека достаточно мощная внутренняя опора, когда он понимает, что бы ни происходило, мне это по плечам, я могу с этим справиться. То есть, когда человек смотрит не на проблему не как на проблемы, а как на задачи, например. Конечно, такой человек, он более стабилен эмоционально, поэтому он может, то есть, выдерживать напряжение, которое в его жизни происходит. Но когда не было, например, папы рядом с ребенком, либо папа был в семье, но ребенку не хватило контакта с отцом, ребенок будет чувствовать некоторую небезопасность. То есть по-другому это можно назвать подорванная психологическая безопасность. То есть у нас есть безопасность финансовая, есть физическая безопасность, да, нам ее государство обеспечивает, а есть психологическая. И вот когда ребенку, например, не хватило вот такой сильной мужской фигуры в детстве, он может ощущать себя слабым, недостаточно сильным, чтобы справляться с трудностями, недостаточно взрослым, чтобы контролировать и управлять своей жизнью, там, ходить на работу, строить бизнес. Такой человек бессознательно будет на банке проецировать фигуру родителя, например, отца. То есть, когда мне плохо, то есть ребенку в детстве, например, не хватило папы, и тогда он на банк смотрит как на какую-то
взрослую Поддержку, фигуру, помощь. поддержку, что он может обратиться. Например, папа мог отказывать, а банк не отказывает. Как сказала Офигеть. на одних моих разборах женщина, Каспий в нас верит. М, Ну, Окей. типа, да. И вот верит, что мы сможем оплатить, поэтому дает бесконечно. И вот если ребенок в детстве не мог вот взять у родителя и почувствовать этот контакт, эмоциональную близость, даже вот контакт, может быть, был, но ребенок не смог вот ощутить именно сытость в отношениях с отцом, и он будет чувствовать вот некоторый дефицит на уровне психики. А если человек застрял на уровне дефицитов, нехватки, что мир не такой уж и дающий, и тогда он этот дефицит будет пытаться как бы в взрослом возрасте закрыть, опираясь на банк, вот как Офигеть. родитель. Вот если я Офигеть. взял кредит в банке, мне же нужно кредит платить, тогда вот мне точно нужно пойти на работу. Потому что когда человек, например, также инфантилен, он может думать, блин, сейчас бы, если не кредит, я бы не ходил на работу. Я бы вот сел дома бы, просто отдыхал бы, я устал от этой работы. Но из-за того, что у меня кредит, я должен ходить на работу и там работать. Мгм, Банк вот мгм. как будто бы как вот папа, Супер, который говорит, супер. просыпайся, тебе пора в школу. Окей. Вот такая вот аналогия. Тут больше момент, наверное, не практики, а осознания, да? То Конечно. есть тут те, кто, у кого были какие-то, ну, то есть, Тоже своеобразное перекладывание ответственности, когда я банку говорю, давай, я тебе буду должен, я буду от тебя брать, а ты, пожалуйста, контролируй меня. офигеть, офигеть. Это моя мотивация, Представьте, да, чтобы какие мы ходить на с вами работу. интересные существа, которые, ну вот, насколько вот этот слой психологии, ну, влияет, да, почему я вот, мой реальный интерес движется в сторону психологии, потому что я понимаю, что, во-первых, работая с людьми и сам являясь человеком, кто постоянно трансформируется, как-то эволюционирует, я понимаю, что, ну, это огромный слой, и разобравшись в этом вопросе, можно разобраться во всем, поэтому просто вот тут практика такая, что нужно прям паузу поставить и пронаблюдать. Есть ли такое в жизни, да? Да, Супер. просто Окей. перекладываю я ответственность на банк или нет. Супер. Это еще один из моментов. Какие еще бывают причины, из-за чего вот? Есть такая фраза «морковка сзади». Мотивация к тому, чтобы там я классно работал. То есть в основном в это попадают эксперты, частные предприниматели какие-то, да, бизнес. Ко мне часто вот приходят с такими запросами. И я вижу, что многие люди думают, если я возьму кредит, тогда я буду точно классно работать, много работать, у меня не будет другого выбора. Человек думает, фу, классно, я нашел для себя мотивацию, теперь я буду стараться. Что происходит на самом деле? На самом деле человек погружает себя в глубокий стресс. Да, Не каждый может выдерживать это напряжение вот этой морковки сзади. Да, выдерживаем. классно. Да, Очень долго, но не хочется. И что делать? да. И получается, из-за того, что появляется тревога, напряжение, у человека теряется фокус. Он уже не так классно может свои задачи по работе решать. Он уже не так эффективно работоспособный. Он уже, ну то есть там просто сливается жизненная сила не на то, чтобы классно работать, а на то, чтобы просто выдерживать это напряжение, потому что так или иначе человек начинает думать, что там есть там какая-то история, которую я несу на себе, это моя ответственность. Окей, а вот как это притормозить? Вот какая тут есть, какое тут решение? Но смотрите, это сценарий. Да, Человек просто так в это не приходит. окей, Почему? Надо задать себе вопрос. да, Почему я выбираю расти из напряжения? Почему я выбираю расти вот из этой тревоги, из надрыва? Вот это своеобразное насилие над собой. То есть я вынужден делать и выжимать из себя в моменте больше, чем я, возможно, могу производить что-то. Вот сейчас поставьте на паузу этот момент. И я считаю, что этот вопрос, если у вас такая проблема, у меня такая проблема, уже может что-то повлиять. Но я вот на своем примере скажу так. Это просто однажды успешно сработало у меня.
Это фиксируется как привычка. Да, у меня просто это много раз успешно сработало, вот даже так могу сказать. Да, но смотрите, А как разорвать этот момент? Когда, вот смотрите, осознать выбор. вот смотрите, вот тут в чем капкан. Получается, у меня морковки сзади, у меня не морковка, морковки сзади. Я их, короче, вот так вот решаю, и думаю, вот сейчас, вот все, вот это последняя была морковка, следующая точно будет спереди. Вот все хорошо, и раз вот она появляется, закончили сзади, спереди стоит, и я такой, а точно сзади нету? И она появляется сзади в этот момент. И вот у меня так в жизни. То есть, понимаете, параллель, да, вот эту? То есть, она как-то создается. Мгм. И я как будто не хочу, но я ее создаю. Что делать? Осознать выбор. То есть, когда у человека есть напряжение и вот вопросы с деньгами, то есть где-то на уровне психики, очень глубоко в бессознательном, человек, если внутри себя несет напряжение и надрыв, то есть он знает, что так точно можно. И тогда, даже если у него все хорошо, он может спокойно расти в своем темпе, он будет себя вводить в это привычное состояние стресса и надрыва. То есть это, знаете, такой порочный круг белки в колесе, Да. когда человек выбирает вот расти из надрыва, но это выбор. И нужно понять, почему сейчас мне комфортно создавать для себя вот это вот напряжение, эту суету, эту тревогу. Это выбор, и нужно понять, почему я для себя это выбираю. Где были такие ситуации в моей жизни, где для меня было нормой действовать, жить из напряжения. То есть есть внутренняя капсула с чувством, с эмоцией, состоянием. Я на основании этой капсулы с этими переживаниями создаю вот кино в своей жизни на сегодня. Прикольно. Я прям вспомнил даже. У меня это связано с детством. Я в музыкальной школе учился, и вот там вот я начал конкретно наверстывать, фигачить, решать там всякие штуки, чтобы соответствовать там, и вот эта вся история. А для чего? Чтобы, мама как бы была довольна. Она у меня просто в школе работала, и там нужно было соответствовать. Вот, Да. и я как бы вот соответствовал. Вот, прикольно, окей, хорошо. Это такая, оказывается, у меня лично боли тут много оказалось. Хорошо, движемся дальше. Что еще влияет на долг? Если мы создаем долги в своей жизни, возможно, эти долги помогают вам, вот как похоже, да, в нечто в предыдущем случае, долги помогают вам находиться в определенном состоянии. Например, вот ваша история как будто бы вот в этом повествовании будет продолжаться. Когда ребенок растет в состоянии, что родители меня постоянно чего-то ждут. Например, такое бывает очень часто в многодетных семьях, когда там родители говорят, вот ты старший, например. Старшие дети — это вообще какие-то святые отцы, там, психологи и так далее. И говорят, вот ты старший, ты должен поддерживать младших, ты должен нас поддерживать, ты должен. И тогда ребенок из своего вот состояния, когда только психика формируется, в него это закладывается как вот норма, он как будто бы берет на себя вот эти долги, и с этим чувством должен, он идет. Он не может до конца даже пойти в какую-то свою жизнь, и он создает вот эти долги, даже когда родители там уже благополучно там живут, всем он помог, но он все равно продолжает создавать долги. Бывали истории, когда люди брали кредиты даже не для себя, а вот до такой степени там чувства вот этого долга на уровне бессознательного человека, что они брали долги, кредиты для близких, для родственников, для друзей, еще для кого-то, да, попадали вот в такие истории, когда их близкие не могли платить, и вот они это чувство долга, которое есть на уровне внутреннего состояния, из него создают долги вот в реальной жизни. И чем выше это чувство долга, тем меньше человек доволен своей жизнью, тем больше он истощен, но это для него естественное состояние,
как норма, он привык. Для него это зона безопасности. Офигеть, это тоже я. Я вот прям вот сейчас в такой ситуации. Я закрываю долг за человека, который должен был сам за это платить. Ну, так вот, я вот в эту ситуацию вошел. И вот как из этого выйти? То есть, окей, я согласен, у меня высокое чувство долга. Как его убрать? Я не понимаю. Да, вот можем сейчас вот эксперимент такой Давайте. провести. И вы тоже с нами давайте. Да, вот прямо сейчас на уровне тела почувствуйте, где это состояние долга вы в себе несете. Ну, где-то здесь. Почувствуйте, как давно вы его несете, Угу. и что это чувство, когда оно внутри вас, делает с вашим телом. Вы в этот момент какой? Напряженный. Напряженный. Как тогда ваше тело начинает себя вести? Ну, такой стресс сильный происходит какой-то очень. Да. По всему телу. То есть есть привычка находиться постоянно в стрессе. Мгм. И вот теперь это чувство долга. Вот просто почувствуйте его, в каком возрасте оно приблизительно появилось. Ну, у меня там 5-6. Мгм. И почувствуйте, в контакте с кем оно появилось. Думаю, перед родителями в целом. По поводу обучения, вот это все. Мгм. Ага. Да, хотелось оправдать как-то ожидания. Ну да. Да. И вот сейчас почувствуйте, что вы, да, можно вот метафорично, как будто бы вы извлекаете это чувство долга, отдаете родителям, Мгм. да, видите родителей, там смотрите на них, можно даже там про себя сказать фразу «я вас вижу», Мгм. и вы возвращаете это чувство долга и говорите «мама, папа, я буду разным». Мгм. Мгм. И я не всегда буду оправдывать ваши ожидания. Но я все равно ваш сын, а вы все равно мои родители. Мгм. И почувствуйте, представьте, визуализируйте, как ваши родители говорят вам: мы тебя видим, что бы ни произошло, ты всегда будешь нашим ребенком, а мы твоими родителями. Сильно. Я думаю, если это представить, сделать это сильно. Да, нужно представить, сделать, почувствовать, как вы отдаете то, что вот вам делает больно, потому что это в этот момент ребенок берет ответственность за чувства родителей. Ну, типа, чтобы они были довольны, Да. я должен угодить. Ребенок думает иллюзорно, что это я управляю состоянием родителей. И если я вот стараюсь, они классно себя чувствуют, они довольны. Типа, вы знаете, вот человек как будто бы берет на себя ту зону ответственности, которую он контролировать не может. И Офигеть. это дополнительно рождает тревогу. Офигеть. Поэтому здесь важно понимать, что то, как себя ведут другие люди в контакте с вами, это не ваша ответственность. Вы не можете нести ответственность за состояние и чувство другого человека. Если у него плохое настроение, оно плохое не потому, что он на вас злится или что-то с вами не так. Ему просто плохо. Да. И многие дети в силу того, что идет формирование психики, в силу того, что эти дети как будто бы думают, вот они направлены на себя. Вот есть такой момент в детском возрасте, когда ребенок думает, что все из-за меня. Мгм. Мгм. И вот в этот момент ребенок как будто начинает брать ответственность за состояние родителей. Но это выводит ребенка со своего места, он перестает быть ребенком для родителей, он начинает о них заботиться, брать на себя больше, чем он может тащить на себе, грубо говоря. И тогда это своеобразная рана. Окей. И тогда в согласен. контакте с другими, когда другой будет приходить и говорить: возьми на себя для меня кредит, человек будет думать: блин, если я не возьму, он же расстроится. Я же несу ответственность за его состояние, когда он рядом со мной. Как тот ребенок, который когда-то взял состояние родителей. Вот есть даже такие дети, которые видят родителя грустного, они начинают его веселить. Это вот про это. И такой человек, став взрослым, ему будет тяжело держать границы, и, в принципе, финансовые в том числе. И поэтому такие люди, они, когда несут ответственность за других, за состояние другого, они попадают в такие истории, когда вынуждены для того, чтобы угодить другому, чтобы другой не расстроился, брать на себя и потом еще платить. Но деньги — это меньшее. Ведь мы же на
на работу, на эти деньги меняем свою жизнь. Да. И это про то, что опять я не ценю свою жизнь, я свою жизнь растрачиваю. Скорее всего, у меня нет цели, скорее всего, там я не до конца в контакте с собой, потому что я до сих пор смотрю на этот мир глазами этого ребенка, когда я жду, что чтобы у всех вокруг меня было все хорошо и чтобы все были довольны. Но так не работает. 100%, 100%. Супер, блин, очень круто. Я не знаю, как у вас, но у меня уже происходит большое осознание. У нас, как всегда, щедрые подарки. В прошлом выпуске с Айгерим Буланай она вот просто за ваши комментарии подарила вам 10 игр своих фирменных. Поэтому вот наши 10 победителей, которым достанутся вот эти 10 игр. Если вы хотите получить подарок в этом, получается, подкасте, то смотрите выпуск до конца. Там, просто будет очень жирно. Поэтому смотрите выпуск до конца. Приятного просмотра. Давайте двигаться дальше. Что еще влияет на долг? Следующее, что может быть причиной, почему люди постоянно попадают в долги и кредиты, это униженность. Униженность, из которой там человек выбирает строить свою жизнь. Сейчас я расскажу пример, как это было у меня и как я из этого вышла. То есть какую-то часть жизни, будучи ребенком, я проживала в деревне со своими родителями. Когда было время перестройки, к сожалению, мои родители не смогли адаптироваться под новое время. Кстати, вот история с адаптацией, она очень актуальна была в пандемию. В пандемию тоже не все могли адаптироваться. Да. На это влияет вот качество психики, адаптивность, самое важное качество, благодаря которому человек может адаптироваться. Так вот, мои родители не смогли адаптироваться вот в этих 90-х, и тогда был слишком такой большой накал, был сильный кризис, иногда нечего было есть, и у нас в деревне, где я жила, практиковалось такое, что люди ходили, просили в долг, каждый выживал как мог. Кто-то садил огород, кто-то работал, как-то выживал. То есть. И была в моей жизни такая история, вот, что я старший ребенок, и меня мама постоянно отправляла: проси в долг, проси в долг. И вот когда я ходила в магазин и просила в долг, у меня это было постоянно сопряжено вот с чувством стыда, с чувством униженности, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая, что просить у мира, от жизни, у людей в принципе плохо. И вот для моей детской психики это было травматично. То есть это было травматично, мое сердце прям в те моменты, оно прям ранилось. Но из-за того, что я была ответственным ребенком, я старший ребенок, я несла на себе, эту ношу. И однажды вот у меня была такая ситуация, вот денежная травма, как они у нас образуются. Я шла к женщине, которая жила неподалеку, хотела попросить, то есть под запись тогда это так называлось, в долг хлеб. Когда я пришла к ней, я была такая голодная, вот как раз было такое сложное время, когда вот прям даже с едой было тяжело, и я прихожу к ней, так вкусно пахнет только что испеченным хлебом. И я прошу у нее хлеб, но она мне говорит, твоя мама не отдала еще прошлый долг, поэтому хлеба нет. И тогда этот отказ, он просто перевернул внутри меня все с ног на голову. Я вышла от вот этой женщины, на улице иду, мне 8-9 лет, я замерзла, мне хочется есть. Это был такой тяжелый момент для меня. В этот период сразу же внешняя обстановка, то, как выглядит для меня мир, она стала какой-то враждебной. То есть я начала думать, что мир какой-то враждебный, небезопасный, вот сразу катастрофизация включается, мы все умрем, а что мы будем сегодня есть? Это у ребенка 8-9 лет. И у каждого человека есть какие-то истории, которые связаны вот с такими моментами, когда был такой вот зашкал эмоций, и психика в этот момент, как правило, не справляется. И вот вся эта нагнетающая внешняя среда, она мягко интериоризуется, встраивается вот внутрь. Как интериоризуется? Это что? Это значит, она вот встраивается и становится
частью жизни, частью восприятия. То есть все, в этот момент восприятие сформировалось у ребенка, и он уже видит мир не так, как раньше, а именно вот из этой точки зрения. И это значит, что человек, когда будет попадать в какие-то истории подобные, где, например, нужно попросить, где нужно там заявить о себе, он постоянно будет сталкиваться с теми состояниями, которые он проживал вот в этот травмирующий момент, и это будет не давать ему быть адаптивным. И тогда вот это вот внешнее неблагополучие, внешняя тревога, она становится фоновым состоянием ребенка, и потом ребенок вот с этим восприятием, вот с таким неадаптивным восприятием идет в мир, и ему очень тяжело. Я очень долго работала с этой темой, потому что у меня было очень много травмирующих ситуаций. До 30 лет там я сама плавала в этих кредитах, просто вот по уши, поэтому эту тему я изучала даже для того, чтобы себя из нее вывести. Для меня это был вопрос жизни. Насколько я могу адаптироваться в этом мире и сделать свою жизнь качественной? Я понимала, что сегодня уже никто не виноват. И мы сейчас говорим для того, чтобы там обвинить кого-то вот в этом, родителей. Мы их вообще не трогаем. Вот даже сегодня мы вообще никак не отсылались. Потому что, став взрослым, человек должен понимать, если я сейчас что-то не изменю, что будет дальше. И для меня этот вопрос стал особенно острым, когда я стала мамой. Я вдруг вот прям реально дети — это какие-то маяки, которые освещают и говорят: вот смотри, у тебя на данный момент вот такая жизнь. Ты готов идти дальше и, и такой же багаж отдавать своему ребенку. Я думаю, не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок проживал те же истории, какие, да, проживал ты сам. И здесь важно просто осознать, что вот с этими историями нужно работать. Я записала специальное видео, где я даю 6 конкретных шагов, которые нужно сделать, и это поможет людям выйти. Также в этом подарок видео, я записала специальную технику. Благодаря этим техникам я себя вывела из этих состояний. То есть нужно будет это просто сделать. Я со временем, находясь сама в терапии, меняла именно свое восприятие мира. То есть сейчас мне мир кажется, я вижу его, и я уверена в том, что он на моей стороне, что люди, которых я встречаю, они хотят мне помочь, что я могу принимать эту помощь, потому что раньше у меня были вот вопросы с этим, потому что вот это вот просить — это равно унижение, это как будто бы погружение в какую-то боль, сразу я хуже, а кто-то лучше. И вот нужно первым делом это менять внутреннее состояние моего контакта с миром. Многие люди на самом деле находятся в борьбе. Они борются и с миром, и внутри себя. Это такие скрытые конфликты. Ведь, я говорила о своем примере, потому что я это осознаю, я это уже проработала. А есть такие истории, когда человек, он вроде бы живет, он думает, у него все хорошо, но внутри много внутриличностных таких скрытых конфликтов, которые он не может осознать. Как понять, что есть скрытые конфликты? Что мешает двигаться, расти? Это просто посмотреть на то, насколько вы сейчас удовлетворены своей жизнью. Это элементарно. Просто если куча долгов, если есть проблемы с физикой, со здоровьем, если есть ощущение, что те задачи, с которыми я сталкиваюсь, они тяжелы для меня, я не могу их решить, они непосильны. И человек как будто бы не живет, а отбывает наказание, да, вот на этом свете. И если есть такое состояние, и человек ничего с ним не делает, могут быть не очень приятные последствия. И это связано с тем, что дело в том, что наша психика устроена таким образом: мы либо прогрессируем,
это движемся вперед, то есть наша психика, она динамична. И мы либо развиваемся, улучшаем качество жизни, стремимся к чему-то, слышим свои желания, Слушаем подкасты. слушаем подкасты, это вот, да. Либо человек, если думает, что я сейчас вот посижу вот на этом уровне, Посплю, все хорошо, там, всё посплю, отдохну, то это наоборот про то, что идет регресс. Мгм. То есть мы либо улучшаем жизнь, мы либо улучшаем качество здоровья, качество тела, поддерживаем, либо оно все постепенно само снижается, уходит в регресс. И, то есть это как снежный ком. Если я не решаю, то все скатывается на нет, все скатывается туда, где я уже не могу справиться сам. И зачастую большинство людей замечают, что они в проблемах только тогда, когда они уже полностью погрязли в долгах. То есть уже долг — это такой один из Это финальных уже конец. сигналов, что типа чувак, что-то не то, короче, Это в уже жизни. все, да. Окей, и Крайняя точка. я уверен, что сегодняшний выпуск, возможно, для кого-то из зрителей был поворотным, дай бог. Я очень на это надеюсь, потому что с каждым выпуском закладываю такое намерение. Благодарю, на самом деле. Я считаю, что очень дали суть и основные вот такие направления вот этих долгов. И теперь я уверен, что из вот этих всех веток, которые мы кинули, скажем так, кто-то точно найдет свою проблему, потому что я уже под конец молчал, потому что я уже задумался сильно из-за последнего особенно части, потому что это реально про меня. Напишите, кстати, да, у нас, как всегда, один инсайт и как вы будете применять в жизнь. И что мы подарим зрителям? У нас вечная традиция, мы всегда от наших гостей Да. что-то дарим. Что мы можем подарить за вот такие комментарии и инсайты? Да, достаточно просто написать мне в директ кодовое слово «долги», и я отправлю 20-30-минутное видео-подарок, в котором будут уже конкретные шаги. То есть мы сегодня какие-то вот общие темы обсудили. Это вообще на самом деле это поверхностно. А там я дам конкретные решения, после которых жизнь человека изменится. Плюс там будет техника, она прям психотерапевтическая. Это как будто бы человек побывал на сеансе у психолога. Супер, Она вот прям супер, приравнивается. супер. Она изменит состояние человека. Нужно просто это сделать и по этим шагам выстраивать свое отношение вот к своим долгам, кредитам. То есть там полностью вот вся структура для Окей. того, чтобы выйти из этого. Это для всех можно. Это для всех. А вот здесь что-то для комментариев в Ютубе, что можем еще подарить? Давайте я подарю 3 консультации. 3 консультации. Да, я очень работаю много, практикую. Я вот именно вот индивидуально, группы. Но мне нравятся кейсы, когда я могу из точки А в точку Б человека привести, поэтому, пожалуйста, мы можем сделать конкретный разбор, как выйти из долгов, как Супер. выйти в плюс. Супер. То есть, потому что долги — это там минус, например, миллион, минус 2. А мы можем прописать на консультации стратегию, как выйти не только там на... А можно десятерым в каком формате? Допустим, групповой какой-то созвон, где вы каждого разберете, и кто-то там точно себя увидит еще остальные. Конечно. Я думаю, так вот Так даже групповую будет эффективнее интереснее, потому что когда есть групповая Да. динамика, Да. люди смотрят друг на друга, И плюс быстрее. это да. быстрее, да, Супер. и сильнее поле. Тогда 10 человек 10 человек. могут участвовать в комментариях под Ютубом, просто написать инсайт и как вы будете его внедрять в жизнь. Спасибо Супер. большое. Я на Спасибо. самом деле в шоке от того, что последние мысли, которые услышал, потому что действительно там было очень много чего про меня. Я аж загрузился такой к концу, потому что понимаю, что надо что-то менять. И я надеюсь, что даже если вы сегодня тоже в таком состоянии, как я, после этого подкаста, слава богу, потому что мы могли бы и дальше с вами ходить и просто надеяться, что что-то изменится, но, к сожалению, пока сам не меняешься, вокруг ничего и не меняется. Это закон, везде описано, сказано, что человек не меняется, пока вот он сам не примет решение. Поэтому я сегодня принимаю решение выходить из этого состояния. Надеюсь, наши зрители тоже. Спасибо большое за этот выпуск. Еще раз Спасибо. благодарю за присутствие Спасибо здесь. большое. Кайф.